Приветствую на канале Умный дом Xiaomi. В этом обзоре я расскажу о беспроводном пылесосе с функцией влажной уборки. Xiaomi K10 это старшая модель в линейке ручных пылесосов мощностью 450 Вт, которая по своим характеристикам и конструкции идентична уже ставшему популярным Dreame V11. Поговорим о мощности, комплектации, удобстве уборки таким пылесосом, его обслуживании и расходных материалах. Я купил этот вертикальный пылесос на замену традиционному с водным фильтром и в дополнение к уже имеющемуся у меня роботу Xiaomi. Благодаря своим компактным габаритам и простоте работы им можно легко и быстро убрать как отдельный участок пола или мебели, так и пропылесосить всю квартиру. Пылесос продается на AliExpress по цене около $200 с быстрой доставкой из России. Ссылки в описании к видео. Xiaomi K10 имеет весьма богатую комплектацию. Здесь несколько щеток, блок для влажной уборки, база для крепления к стене и подробная документация. Расскажу о каждом элементе подробнее. Основной блок пылесоса с колбой для пыли и всеми фильтрами весит около 1 кг 600 грамм. На нем расположены кнопка-курок для включения пылесоса и цветной LCD-дисплей. Во время работы он показывает заряд аккумулятора, выбранный режим и блокировку курка. Эти функции переключаются двумя соответствующими кнопками под дисплеем. Внутри колбы съемный блок с 12 циклонами. Именно он отделяет пыль от проходящего через пылесос воздуха и продлевает срок службы HEPA-фильтра. Xiaomi обещают фильтрацию более 99,97% частиц размером 0,3 микрометра. Фильтры и блок циклонов можно мыть под проточной водой. После этого их возможно вновь использовать в пылесосе через 24 часа, то есть после полного высыхания. В основном блоке также расположен аккумулятор объемом 3000 мАч. Этого количества энергии хватит на 60 минут уборки в экономичном режиме, 30 минут в нормальном режиме и 10 минут работы в турбо с максимальной мощностью всасывания 150 аэроватт. Основная щетка с электроприводом имеет мощность 40 Вт. Ролик из ворса легко снимается для очистки и его можно мыть под проточной водой, после чего тоже потребуется полностью высушить в течение 24 часов. С помощью магнитного крепления к основной щетке крепится блок для влажной уборки с резервуаром для воды объемом 250 мл. В комплекте уже есть тряпка из мягкого материала, похожего на микрофибру. Подробнее о нюансах влажной уборки с пылесосом Xiaomi я расскажу чуть позже. Вторая щетка с электроприводом мощностью 20 Вт предназначена для уборки мягкой мебели и матрасов. Xiaomi говорят о возможности не только засасывать пыль, но и бытовых клещей благодаря большой силе всасывания на значительной глубине внутри мебели. Также в комплекте есть щетка с регулируемыми щетинами для уборки горизонтальных поверхностей и щелевая насадка для узких труднодоступных мест. Все насадки и щетки можно подсоединить как к основному блоку пылесоса, так и на трубу-удлинитель. Кроме того, в комплекте есть площадка для крепления пылесоса на стену с комплектом саморезов и трафаретом с разметкой отверстий для них. Для зарядки предусмотрен блок питания со шнуром длиной 1,5 метра. Его можно подключать как напрямую к пылесосу, так и к базе на стене. Сразу после покупки я провел небольшой тест на силу всасывания и попробовал поднять Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. В турборежиме пылесос легко поднимает напольные весы массой около 1 кг 700 грамм. Основная щетка с роликом отлично справляется с уборкой гладких напольных покрытий и ковров с невысоким ворсом. При ее подключении в меню появляется автоматический режим работы. В нем пылесос будет самостоятельно регулировать силу всасывания в зависимости от типа покрытия. По моим наблюдениям, на ламинате, плитке и паркете работает средний режим, а на коврах Xiaomi K10 включает максимальную мощность. Пылесос в сборе с основной щеткой весит 3 кг 700 грамм. С этим весом легко справится даже девушка, так как при вращении с помощью электропривода механизма ролика пылесос сам ведет вас вперед. Маневренности щетки достаточно, чтобы без особых сложностей пылесосить в углах или под мебелью высотой от 10 см. Добавлю, что ролик легко переезжает даже через крупный мусор, после чего пылесос засасывает его. Вторая щетка высасывает действительно много мелкой пыли из мягкой мебели. Пока не начинаешь ее использовать, сложно даже представить, сколько гадости могут хранить в себе чехлы, матрасы и подушки даже при их регулярной чистке и стирке.
Насадка для вертикальных поверхностей отлично подходит для электроники и бытовой техники, а щелевая для уборки в автомобиле и за мебелью вдоль стен. Эти две насадки я храню на базе, установленной на стене в месте хранения и зарядки пылесоса. Его можно разместить в шкафу или за дверью, но рядом с розеткой питания. Так вы сможете держать пылесос всегда заряженным и готовым к уборке. Делать это можно, как я уже сказал, на вертикальной базе или напрямую через разъем на корпусе Xiaomi K10. Статус оставшегося заряда всегда можно контролировать с помощью цветной шкалы на дисплее. Полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа 15 минут. Влажная уборка с помощью беспроводного вертикального пылесоса вряд ли сможет полностью заменить мытье пола, ведь производитель прямо на корпусе блока с водой говорит о том, что пылесосить мокрые поверхности запрещено. То есть принцип такой же, как у роботов-пылесосов. Мокрая тряпка должна убирать пол только вслед за щеткой пылесоса. Так, с помощью регулятора включения-выключения подачи воды можно, например, сначала полностью пропылесосить грязные участки пола, а уже после включить подачу воды и пройтись еще разок. Но думаю, это не потребуется, если вы делаете ежедневную уборку. В таком случае вы наверняка пылесосите каждый участок только единожды, и можно сразу протереть его намагниченной к щетке влажной тряпкой. Кроме того, даже если пройтись пылесосом по слегка влажной поверхности, я не заметил, чтобы валик успевал намокнуть настолько, чтобы вода могла попасть в контейнер для пыли. Объем колбы для сбора пыли всего 500 мл, но этого вполне достаточно для одной уборки, после которой можно сразу высыпать собранный мусор в ведро. Эта процедура проходит достаточно легко и быстро. Просто нажимаем на кнопку на корпусе и, придерживая крышку, вытряхиваем всю пыль. Примерно раз в месяц я мою ролик основной щетки, блок циклона внутри колбы и протираю ее саму изнутри влажной тряпкой. Мыть HEPA-фильтр и поролоновый предфильтр еще не приходилось, они пока остаются у меня чистыми. Но в случае необходимости Xiaomi продает запасные фильтры на своем официальном сайте. Их же можно найти на AliExpress по 500 рублей за пару. Там же есть запасные тряпки и даже ролики для щеток. Не удивлюсь, если в перспективе появятся и замены для аккумуляторов, которые хоть и не являются сменными, но легко снимаются после откручивания 3 винтов с помощью отвертки Torx T10. Я остался доволен беспроводным вертикальным пылесосом Xiaomi K10. Он стал равнозначной заменой традиционному пылесосу, но благодаря своей мобильности позволяет быстрее и проще проводить как текущую, так и срочную уборку. Аккумулятора будет вполне достаточно для уборки квартиры площадью до 100 квадратных метров. С ярким дисплеем просто регулировать режимы работы, а кнопка блокировки курка позволяет включать и выключать пылесос разовым нажатием и не держать его постоянно, как у некоторых других моделей. Добавлю, что щетка для мебели однозначно будет полезна в каждом доме, а вот влажная уборка скорее баловство, и пользоваться ей постоянно я вряд ли буду. Из минусов отмечу то, что на вертикальную базу можно закрепить только 2 дополнительные щетки или одну для мягкой мебели. У аналогичного по характеристикам Dreame V11 этот момент продуман несколько лучше. Кстати, в России и части европейских стран официально начались продажи модели Xiaomi G10 с аналогичной мощностью и силой всасывания, но некоторыми конструктивными отличиями и сменными аккумуляторами. Эта опция будет полезна, если необходимо убирать большую площадь за раз. Если у вас остались вопросы о вертикальном пылесосе Xiaomi K10, пишите их в комментариях. Там же поделитесь своим мнением о новинке. Если обзор был вам полезен и интересен, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Спасибо за просмотр.